Гутен так, дорогие друзья, здравствуйте! Прошло ровно 2 недели с начала нашего международного томатного челленджа. Участницы из разных стран выращивают 5 одинаковых сортов томатов, чтобы потом сравнить результат. Сегодня второй отчет. Участницы уже прислали видео, и мы посмотрим, что разница колоссальная. Я посеяла свои экспериментальные томаты вот в такой парничок. Здесь ячейки и остальные томаты тоже, которые будут потом расти на одной грядке. Так, что же за томаты мы выращиваем, друзья? Это янтарный барон. У меня взошло 2, пока еще только семидольные листочки, видите, больше ничего. Но я подумываю их уже перевалить, потому что цвет мне их не нравится. Следующий японка. Неплохой, стрельнул, такой большенький, но основные листочки еще пока не появляются. Польская слива тетушки Сварло. Вот, сеяла на резерв, вдруг что-то не получится, не взойдет. Вот 2 взошло. Ну и хорошо, пересажу отдельно. Дальше суровая дыня немцев Поволжья. Вот, тоже такой маленький еще пока росточек. И в следующей тепличке, в следующем парничке огненная комета Софии Исааковой. Ну, вот здесь такой, так он выглядит. Тоже уже подрос, вытянулся, поэтому хочется уже перевалить в хороший грунт и в хороший горшок. На такой стадии у меня пока еще все очень запоздалое, потому что я начала посев позже, чем в прошлом году и позапрошлом, на 2 недели. Ну, пока вот так. Сегодня 24 марта, и так на сегодняшний день выглядят мои конкурсанты. И это польская сливка тетушки Сварла, японка, янтарный барон, суровая дыня немцев Поволжья и огненная комета София. Сажала я их проросшими семенами в торфяные таблетки 5 марта. Перевалку сделала неделю назад в грунт, в который я добавила костную муку, роговую муку, каменную муку, перлит и вермикулит. Выращиваю я мои растения на подоконниках без применения фитоламп. Поливаю только дождевой водой, в которую я добавляю всегда при поливе на литр воды 2 капли ХБ-101. В рамках нашего проекта общего высажены томаты определенных сортов. Сегодня 20 марта. Всем хороших урожаев. Ждем. Посев 2 экспериментальных сортов янтарный барон и огненная комета Софии 16 марта сухими семенами. Взошли сегодня оба сорта 20 марта, но огненная комета из 2 семечек взошло 2 ростка, а янтарный барон пока из 2 семечек только 1 всход. Сегодня 23 марта. Хочу показать свои экспериментальные томаты на сегодняшний день. Посеяны они у меня были часть 9 марта, часть 10 марта. Вот на сегодняшний день суровая дыня, огненная комета Софии, японка и польская слива тетушки Сварла. Выглядят они хорошо, растут. Вот такие у нас красавчики. Вот. А это у меня все остальные томатики. Показываю в очередной раз наших конкурсантов. Все 5. Начинаем с янтарного барона, который почему-то никак не хочет меня слушаться. И несмотря на все мои усилия, он тянется вверх, стоит под лампами.
УФ-лампами, специально фитолампами. Вот это растение еще ничего, а это, ну, вот пальмочка. Какие-то очень хиленькие в рассаде, слабенькие. Ну, вот так выглядят на сегодняшний день. Огненная комета Софии. 2 растения. Одинаковые, никто никого не опережает. Еще не пикировала. Буду пикировать, думаю, недели через 2. Но они стоят все в больших 500 миллилитровых стаканах. Вот 3 растения польская слива тетушки Сварло. Все они очень маленькие, потому что взошли позже всех. Вот такие малышки. Суровая дыня немцев Поволжья. 2 растения. И последнее — это наша японка. Одно растение заметно опережает другое. Вот оно, второе растение как-то замедлилось и дальше не растет, а второе быстро растет. Но после пикировки думаю, что каждое растение будет развиваться намного лучше. Как правило, оно всегда так. Пикировать буду 28-го в субботу. Всем привет из Германии, земля Баден-Вюртемберг. Сегодня 24 марта. Вот на сегодняшний день так выглядят мои томаты, которые я посадила 20 февраля. Все 5 наших конкурсантов. Некоторые из них не взошли, и благодаря девчонкам из нашей группы «Швейцарские выходные» я получила по новой семена и вот смогла их посеять. И теперь вот у меня в наличии все наших 5 штук. Единственный у меня янтарный барон. Он у меня взошел самым первым, но и единственным. Поэтому в конкурсе участвовать будет всего лишь 1 кустик. Огненная комета Софии как-то выглядит у меня не очень презентабельно, но она подцепила оэдему. Но я думаю, мы справимся, все будет хорошо. Вот так выглядят мои томатики. Вот общий вид моей конструкции, теплица в теплице, чтобы накрывать ночью от холода. Вот, гномики очень долго не сходили, у меня посеяла 15 февраля. Слава богу, аж на 3-ю неделю они зашли, вот, надо пикировать срочно. Здесь кассети я посеяла, вот, 80 сортов где-то. Здесь 3 экспериментальных у меня получается, вот 137-й, это у меня вот янтарный барон, вот, 138, вот она комета Софии, огненная комета Софии, и вот 127, вот это польская слива тетушки Сварло. Неплохо, ну приблизительно одинаковое развитие. Вот, рассаду, которую я села 22 января, здесь у меня 1 получилась японка, вот она слабовато что-то получилось, а немцев Поволжья, к сожалению, пропала, не получилось. Это вот японка, не хватило ей солнца, не смогла вовремя освещение наладить. И вот это вот огненная комета. Сейчас у девочки попросили снять, и вижу, что с ними не все хорошо. Завтра эти 3 стаканчика я пересею. Сегодня 21 марта, и вот так выглядят мои сеянцы. Янтарный барон и польская слива тетушка Сварло еще не проклюнулись, но мы пока ждем. Всем привет! Украина теперь тоже в эксперименте, Киевская область. Сегодня посеяла семена, которые с зелеными этикетками, это для эксперимента. Все 5 сортов, 1 сорт, дыня немцев Поволжья, мне прислала Маргарита. Огромное ей спасибо. Теперь будем смотреть, как оно все получится.
огненная комета Софии 23 марта. Применила скручивание и удалено 3 листика. Пока болеем немножко. Помидоры я замочила 9 марта в растворе 1 к 1 с алоэ и вот этим энергеном. У меня взошли они не очень дружно. Посадила я их 11 марта в грунт Агробалт синий с добавками вермикулита и Бионекса. Это такой ферментированный куриный помет. Очень хороший. Мне в прошлом году очень понравился. Но, правда, я уже его высаживала только в грунт. А здесь вот я решила еще 1/3 к этому агробалту добавить. Тут еще и фитоспорины и прочее. Короче, вот такой состав у меня. Ну, вот, как я говорила, они всходили недружно. Посадила я 27 сортов. Из них не взошло 5. Все уже взошли. И только буквально вот вчера начали пробиваться аж целых 2 сорта. Чему я очень рада. Те, которые я как бы очень хотела. Консультантов у меня только 2. Это огненная комета Софии и тетушка Сварло. Так как семена Сварло очень давнишние, я их посадила в 4 штуки. А так я все сажаю по 2. Ну, некоторые, вот видите, по 1 зашли. Но одному вот я их переставляю все время. У нас очень в квартире жарко. И я от солнца переставляю вглубь. Вот одному голову сшибла. Девочки, всем привет! Вот такие у меня манюськие конкурсанты. Все посажены 24 февраля с предварительным замачиванием в растворе перекиси водорода. Начали всходить постепенно с 27 февраля. Японка у меня посажена по 1 ростку от 2 производителей, поэтому они сидят по отдельности. Единственное, досадить мне надо польскую сливу, потому что 1 росток очень долго не мог пробиться. Он такой немножечко неказистый, я ему шанса давать, скорее всего, не буду. Просто досыплю в хороший росток и пересажу еще 1. Друзья, посмотрела сейчас все видео девчонок из разных стран и увидела, что у некоторых уже рассада очень даже достойная, очень красивая, большая. И мои малыши еще совсем малыши. Так мне хочется их перевалить, что я займусь этим прямо сейчас. А с вами, друзья, прощаюсь до следующих видео. Видео с нашим челленджем будет выходить 1 раз в 2 недели. Всем пока и до следующих встреч!